Yardım et. Sevilay'ı kaybettin ya. Sakın Nuh'u bana savunma. Cihan. Benle mi geleceksin? Nuh'la mı kalacaksın? Melek nereye gidiyorsun? Cihan'a. Eğer gidersen Nuh diye bir ikizin olmasın. Sen benim canımsın. Sen benim kanımsın. Ama eğer gidersen Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Покончит ли Ной жизнь самоубийством из-за ухода Мелек? Что произойдет в результате эгоистичного поведения Ноя? Сможет ли Мелек отправиться в Джихан, несмотря на Ноя? Смогут ли Сумру и Тахсин помешать Нуху оказать давление на Мелика? Сможет ли Джихан создать счастливую семью с Мелек? Женится ли господин Тахсин на Гэже Сумру? Превратит ли Эсма свой брак в пытку? Сможет ли Джихан образумить Асада? Как будет развиваться здоровье мозга Самета? Расстанется ли Севилай с Нухом на этот раз? Что будет делать Сумру после того, как она поправится после того, как Хикмет уехал, не оказав ей помощи во время аварии? Что он будет делать теперь, узнав от жены Нуха Гурджана Нихаль, что причиной клеветы на Сумру и Тахсина был Хикмет? Почему госпожа Хикмет пошла за Сумру, когда Тахсин оставил ее в командировке? Сможет ли Джихан начать сотрудничество с Тахсин-беем вопреки Самет-бею? Обо всем этом и многом другом в этом видео. Если вы хотите, чтобы Тахсин-бей не дал Нуху навредить себе, помог Мелек отправиться в Джихан, убедил Нуха пройти лечение вместе с Сумру Ханем и обеспечил его явку к Севилай, не забудьте поставить лайк и поделиться нашим видео. А теперь перейдем к нашему анализу, наслаждайтесь. Когда Нух узнает, что Мелек после Севилая тоже пойдет в Джихан, он пригрозит Мелек самоубийством. Он даже может выйти за рамки угроз и захотеть вытащить пистолет и застрелиться. Сумру и Тахсин вмешаются в ситуацию и не будут молчать о том, что Нух оказывал такое давление на Малика и не уважал их решения. Получив инструкции от Тахсин-бея, его люди отнимут оружие из рук Нуха, пусть даже силой, и скажут Мелику уйти. Несмотря на то, что выстрел в этот момент напугал всех, никто не пострадает. Мелек уйдет, а затем госпожа Сумру и господин Тахсин успокоят Нуха и убедят его пройти лечение, чтобы он мог научиться контролировать свой гнев. Когда они скажут, что с ним никого не останется, Ной поверит и будет очень расстроен случившимся. Когда Мелек уедет, ее мысли останутся с Ноем, но ей придется уехать, чтобы вырастить своего ребенка в счастливом доме. Несмотря на то, что Нух действительно хочет, чтобы отношения между ним и Джиханом наладились, ему потребуется некоторое время, чтобы это осуществить. После того, как госпожа Сумру скажет Мелек не беспокоиться о Нухе, мы пойдем и поговорим с ним, она рассердится на Нуха, сказав, что он не может быть таким эгоистичным. Он расскажет о том, что Мелек беременна от Джихана и хочет создать семью до рождения ребенка, и как можно не понимать своего близнеца, когда ты так любишь Севилай. Несмотря на то, что Нух соглашается со своей матерью Сумру, он скажет, что никогда не сможет полюбить Джихан и что они с Мелек не хотят быть вместе. Госпожа Сумру и господин Тахсин посоветуют ему не затягивать с этой проблемой и как можно скорее начать лечение, чтобы научиться контролировать свой гнев. Джихан будет очень рад, когда увидит, что Мелек идет к нему. Однако, как известно, всем шансаланам придется нелегко, поскольку им придется жить в маленьком доме. Джихан немедленно попытается найти дом, где они с Мелек смогут остановиться. Несмотря на то, что Мелек становится беспокойной, когда ее мысли возвращаются к Ною, она начнет жить счастливой жизнью с Джиханом. Они планируют свадьбу как можно скорее и начинают делать небольшие приготовления к появлению ребенка еще до его рождения. Господин Тахсин и госпожа Сумру начали понемногу говорить о своих чувствах друг к другу. Господин Тахсин может сделать ей предложение, не теряя слишком много времени. Госпожа Сумру примет это предложение, чтобы пережить свою вторую весну. Потому что Сумру Ханем, которая видит внимание и заботу со стороны Тахсин-бея, которых не проявляет Самет-бей, очень сильно влюблена в него. Поскольку брак Эсмы и Эсата необходим, Эсат всегда будет хотеть использовать только Эсму.
Эсад, который не испытывает к ней никаких чувств, будет проявлять к Эсме большую эмоциональную агрессию. Всякий раз, когда Эсма не делает то, чего хочет Эсад, она может начать чувствовать влечение к нему. С другой стороны, Эсад на этот раз может начать физическое насилие, но если Джихан заметит и узнает об этом, он, конечно, этого не допустит. Несмотря на то, что Эсма переживает трудный период, она также увидит дни, когда Эсад будет влюблен в нее. Через некоторое время Эсад может привязаться к Эсме и попытаться заставить ее забыть плохие дни, которые она заставила его пережить. Джихан всегда будет на стороне Эсмы в этом вопросе и постарается не дать Эсаду раздавить ее. Они будут вводить санкции против Асада в отношении Эсмы при любой возможности и не отпустят его. Со временем Эсад образумится и избавится от этой испорченной заносчивости. Кажется более вероятным, что это произойдет после рождения ребенка. Потому что в то время как матери формируют эмоциональную связь со своими детьми сразу же, как только они оказываются в утробе матери, отцы формируют эту эмоциональную связь только тогда, когда держат их на руках. Состояние здоровья самета не улучшится. Я думаю, даже если они остановят кровоизлияние в мозг, он останется парализованным. Он будет сидеть в углу и наблюдать за всем происходящим, не имея возможности отреагировать или дать какой-либо ответ. Несмотря на то, что Севилай очень любит Нуха, его нестабильное поведение очень ее расстраивает. На этот раз она не захочет его прощать. Когда Джихан помогает ему и защищает его, это еще больше злит Ноя, но он также радуется тому, что она заботится о нем. Если Нух сможет получить лечение и убедить Севилай, что отныне он будет спокойнее, их отношения будут спасены. В противном случае, даже если на этот раз Севилай очень сильно влюблена, она захочет похоронить свою любовь в своем сердце и уйти от Нуха. Когда с Сумру Ханем произошел несчастный случай, Хикмет Ханем увидела ее, подошла к ней и сказала: «Делай, что хочешь», и бросила ее на произвол судьбы. Поскольку Сумру не получила серьезных травм, она отделается легкими ушибами и позже попросит Хикмета ответить за свое недобросовестное поведение. После этого он и Тахсин будут искать способы выгнать ее из особняка. Потому что жизнь в одном особняке с таким жестоким человеком будет вызывать у Сумру беспокойство. Нух узнал от Нихаль Ханем, что именно Хикмет Ханем привела его к источнику. Поэтому вместо того, чтобы привлечь его к ответственности, они вместе с Геном Тахсином выяснят, откуда у него эта идея. Поскольку Тахсин Бей и Нух Хикмет осознают, что они очень опасны и безжалостны, они будут действовать очень осторожно. Я думаю, что именно Хикмет Ханем поймала человека, застрелившего Тахсин Бея и Седата. Седат очень сожалеет о содеянном, и если однажды он расскажет Тахсину об этом сожалении, враждебность Нуха к Джихану может немного смягчиться. Когда мудрость выходит из всякого зла, появляется и хозяин злых мыслей, и когда мудрость открывается, ее можно выбросить. Однако при одном условии, если Тахсин Бей пригрозит ему, сказав, что знает, что Сумру убил Хикмет и Гуркана, который пытался догнать его, когда он шел к своему самолету, и что Тахсин и Нух также избавились от него, эта работа станет немного сложнее. Если Хикмет задокументирует то, что он знает, Тахсин и Сумру забеременеют от него и будут вынуждены делать все, что он захочет. Джихан остался совсем один, так как ему было стыдно за поступки своего отца, и никто в семье ему не помогал. Взгляды Тахсина на жизнь и его стремление прожить все наилучшим образом привлекут внимание Джихан. В то же время Тахсин Бей понимает, что Джихан отличается от всех остальных в его семье и что он очень честный молодой человек, поэтому он может обратиться к нему и предложить быть с ним плечом к плечу. Госпожа Сумру также хочет, чтобы Джихан работал с Тахсином, потому что она очень любит его и не разлучает его со своими детьми. Джихан может принять это прекрасное предложение, чтобы сделать Мелек счастливой и положить конец вражде между ними. Как вы думаете, Ной застрелится? Помогут ли господин Тахсин и госпожа Сумру Мелек уехать? Сможет ли ангел оставить Ноя позади? Поженятся ли Джихан и Мелек? Убедится ли Наа пройти лечение? Продолжит ли Эсад мучить Эсму? Умрет ли господин Самет? Смогут ли Севилай и Нух воссоединиться? Будет ли раскрыто все зло, которое совершил Хикмет?
На этом мы завершаем наш анализ. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы получать больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.